Всем добрый день, всем добрый вечер. Вы на канале BoyanPlay, и сегодня у нас четверг. И сегодня у нас небольшой отдых Forza Horizon 5. По крайней мере, та часть, которая доступна в текущий момент в России. Не знаю, чем сегодня займемся. Я планировал поиграть в вышибалы. Может быть, мне повезет. Что-то я погоняю, что-то повеселюсь. Не знаю, имеет ли смысл заморачиваться по прохождению сезона. Я все проходить не умею. Что, как, почему, вообще не понимаю. Тачек нет. Ох, красивая машинка. Даже, кстати, дополнение купить не могу на текущий момент, получается. Горячие колеса, Hot Wheel. Ну да ладно, попробуем сейчас, что есть. Просто отдохнуть, просто расслабиться. А то, конечно, сейчас основная игра, конечно, SnowRunner, но надо немножечко от нее отдыхать. А то уж больно она как бы затягивает. И чтобы она не надоела, надо немножечко менять. Так, вот он я красивенький, почему-то на красном Volkswagen. Он же Поло. Так, эксклюзив. Сезон заканчивается через 50 минут. Спасибо, ребята, сезон точно не мой. Где вышибалы? Как бы вышибалы не упасть? Я бы вышибалы поиграл. Не знаю, получится, не получится, хоть погоняю. Это что там такое? Нет, это подарок прислал? Так. Маршрут получить? Пошли подарок получим. Играю с клавиатуры. Геймпада у меня нет, а играть с руля и по пересеченной местности, по-моему, сейчас никто особо не решается. Вышибалка начнет сейчас. Ну давай. Пока еду. Recalculating route. Ох, дрифтанул некрасиво. 400 meters. Turn left. Ой, что-то я радио тихо сделал, да, по-моему? Оно играет, ну прям совсем тихо. Просто вы меня не забанят. Вот, дрифтуем. По кустам, по деревьям. Качаем машинку. А что делаешь мало? Начнется. Нет. Узко. Стрелять. Страшно, немножко испугался. Выберите машину. Тут одна машина. Volkswagen Beetle. Шубка. А прям тут и начну, с краешку зоны. Да нифига не умею, хоть покатаюсь. Всем привет, кто зашел на стрим. Добро пожаловать на абсолютного новичка Forza Horizon любой серии. Просто погонять, просто повеселиться, просто почелаудить. То есть минимальная основа я знаю, а дальше как пойдет. Беленький Volkswagen. Чего не желтый? Так, где там? Хоть что-нибудь дайте. Дайте хоть какую-нибудь машину. Машина выходит. Фига там нравится. Понятно. Едем в центр. Где центр? Центр там. Центр, где не край. Все понял.
ни одной тачки нет. Офигеть. Я прям везунчик на все 100%. О, там что-то есть. Поехали попробуем. Синенькая горит или нет? Да, что-то есть. Какая кнопка? Я не помню. Ладно, сейчас дейли посмотрим. Все должно быть лучше, чем первая машина. Опс, парень, привет, пока. В смысле? Блин, мне куда с ним на жуке тягаться? Вот мне этого не повезло, а. Ну куда я против жука? Блин, на жуке. Против тачки. Если на жуке нет. Turn around when it is safe to do so. А, мы двое на жуках, да? О, по ходу дела я уже вылетаю. Кейс канвас. Надежда только на ошибку чувака, но это маловероятная ошибка на самом деле. А я прямо не поеду, на всякий случай. Не верю всяким прямым местам. Оу! А, все, отстал, да? Блин, ну давай. Бум! Короче, в самом начале. Все, доехал, да нет? А, врезался, походу, делал. Серьезно? А, вот понял, почему ты доехал. Давай, доезжай уже. Turn around when it is safe to do so. Ты все еще не доехал, что ли? Алло. 39 место меня выбило. Просто не успел. Какую машину ты не взял? Там же была машина практически передо мной. О, лансера дали. Красивенького. Ладно. So what do you think of the Eliminator? Pretty sweet, right? Лансер 2004 Evolution. Yeah, totally my idea. Ничего не скажу. Не повезло мне на вышибали. Around when it is safe to do so. А, меня в том же месте остановил, где я закончил вышибалу. Печально. Я думал, я ближе буду. 400 meters. Turn left. Какая Volkswagen неуправляемая шляпа, скажу. А, столба, занос. 200 meters. Turn right. Turn right. Балка начнется. Опять я не доеду. Немножко вот, да и по-любому, 1,5 километра. In 200 meters. Turn left. Ну, поехали. Берем тачку эту и погнали. Ну, дубль 2. Пока не повезло. В самом начале меня вышибло. Потому что банально не знаю дороги, потому что банально врезался в камушки. Посмотрим, как сейчас, повезет мне или нет. Я как даже ни одной до машины не добрался. Офигеть. Вообще подстава. Volkswagen пустак. Ранее. Хотя бы в этом. И прямо. И что-то там, надеюсь, есть. Лучше, чем первая тачка.
нам не дали. Ага, слушайте, в принципе, неплохая машина. Вроде бы. Сергей, здравствуй, дорогой. О, уровень. 5-й уровень сразу. Офигеть. Почему сразу 5-й уровень, непонятно. 200 км, и она устойчивая. Офигеть. Что так? Больше ничего нет? Больше вокруг никого нет, да? Прикольно. Так, ну на 5-м уровне я вряд ли выиграю так на самом деле. По большому-то счастью. Вдоль арены, конечно, ехать тяжко. Но на 5-м уровне уже гоняют. Нет, с 1-го на 5-й чувак слишком быстро, нет? Такого ощущения. В единстве нету ни одной этой машины. Ни машины, ни другой машины. Даже людей нету. Где все вышибалы? Ладно, гоняем пока. Вот так гоняем по лесам, по горам. Поршень прикольненький, да? Поршень прикольненький, поршень управляеменький. Вот что самое интересное. Да ладно, что, реально машин больше нет. Все по краям, да, разъезжаются? Все же опытные, все же умные. Нычкаются. Все, ребята, на гонке уже. Молодцы, езжайте. Я не с вами. Ой, я со всеми с вами. Чего ты возле меня жужжишь? Ты не со мной, говорит, соревнуешься одной. Я все еще на 5-й машине, на 5-м уровне машины почти не видел, да? Прикольно. Вон там что-то есть, погнали посмотрим. Как я люблю аркады. Что-нибудь интересное есть? Второй уровень. Да ладно. Да как мне второй уровень? Вы чё? Если у меня пол 5-го уровня. В игре. Внезапно. Тут даже можно это очковать, что ли, местами. Погнали посмотрим, что там есть. Пятый уровень, десятый. А, то же самое, да? Ладно, кому бы не достался 5-й уровень. Он достался мне второй раз. Ух ты.
длинный поршик. Это прикольно. 21 в игре. Ладно, можно погонять. Где урон уменьшается? Насколько ты уменьшаешься, родной? Точки, это что такое? Став лежащая. Сколько с пятый? Не-не-не. С пятый не хочу. Порш прикольный. Ватер, тем более 3-й уровень аж. Где, кстати, у меня заканчивается? А, вон, за конец арены. Гоняем пока можно. У тебя порш хорош. Порш бодренький. А, куда смотреть? Сваливаем от края зоны. Страшно, пиздец. Аркадка, конечно, но это... Еду. 17 в игре. А, я просто никого не встретил, потому все еще жив. Прикольно. Там что за машинка? Слушай, а просто хорош. Просто банально хорош. Пятерочка, то же самое, да? Короче, больше, что получается, 5-го уровня не найти. А все остальное, как говорится, лабуда, да? То есть, чтобы хочешь машину лучше, надо ее выбивать. Я 16-й. Что, парень, ты не успел? Или ты не хотел? Ой. Что, плохое задумал, да, по-моему? А я не хочу. Так, зона маленькая. На 16 человек в игре. Попробую еще до десятки поддержаться. Кружечка, да, как я. В общем, просто разъехались с ним. Можно на трейлкатах на 7-ю гонять. Офигеть. Прикольный. Еще в игре. Интересно, блин, темнеет? Как фара включить? А, фара включена уже. Все, погнали дальше. Не знаю, что будет, просто развлекаюсь сегодня. Просто отдыхаю. У тебя Порш хорош, слушайте, реально хорош Порш. Как он круто. Второй уровень. Спасибо, не надо. Минус. Минус столбик. Так, музыки нет. Радио нет. Чуть один еще. Опс, я понял. Поворачиваем. Это кто? Порш Макан 3? Не, не наш вариант.
Возвращаемся. И я возвращаюсь в арену. Давай, давай, давай. Здесь в игре. Я просто никого не встретил. Это как вариант, да? От всех свалил, никого не увидел. Да ладно, где уже точка-то в конце концов? Где уже конечная точка? Нет. Да, чё? 56 секунд. Идеальный дрифт. Конечно, идея хорошая, но не работает. Ну, страшно. Уже везде край зоны. А на 7 круге гоняют. Всего лишь на 7, заметьте. Даже 9 нету. Так, ну, круги я, дальше что? Ребята, не-не-не-не-не-не. Ты такого же мнения, да, как я? Догони, родной. Потом поговорим. А, не хочешь? Я не хочу. Давай, я должен успеть. This is the final arena. Avoid elimination to reach the final showdown. Арена меня выбила. Head-to-head's complete. Get ready for the final showdown. Сейчас вернусь. Очередной уровень, да, вот мне упал. И очередная что-то упала мне еще. Что упало? Дай машинку. Формула дрифт. Машинка для дрифта. Так, вышибало опять начинается. Давайте сегодня погоняем вышибалу. Повезет мне, не повезет. Видим, еще одного вышибалку погоняем. Ночного. Рискуем. А что, эскейп нажать не могу? Серьезно? Как видео зашивал? Вообще не понимаю. Очень непонятная игра в плане интерфейса, честно, вот реально. Как вот банально, я даже нажимаю Escape, я не могу попасть в меню. Это что, серьезно? Так нормально? А как из вышибала выйти? Что, из игры выходить? Как из вышибала выходить? Ничего нажать непонятно. Клавиш нету. Подсказок нету. Escape не работает. Что нажимать-то? Куда? На букву В могу только сказать что-нибудь.
эй, и так далее. И все. Вот. Честно, я не понимаю интерфейс. Я слышу, что рядышком есть машина от меня. Где она? В самом начале вышибалась, 5-й уровень. Офигенно. Точно для счастья. Это я вообще не понимаю, как это будет туда играть. То есть с самого начала дают тебе прям офигенную тачку. Куда-то игра меня ведет. Противников особо не вижу. Куда мне ехать? В центр карты еду. То есть у меня лучшая машина для начала игры, да, получается? Это вон на Hyundai гоняет и так далее. Куда меня вообще ведет? Вот что за пунктирная линия? Зачем она нужна? Ты скажешь? Ну, реально, вот куда меня ведет пунктирная линия? У меня такое ощущение, что я просто еду в край карты. Куда ехать? Почти угадал, да? Он немножко быстрее меня. Ну и ладно. Он, конечно, на жуке, я на Порше. Ой, тут надо объезжать все равно все. Опаньки, вообще опаньки. Поддерживаю, парень, полные опаньки. А я даже не помню, как меня выбил, честно. Просто меня выбил и все. Чувак на жуке вроде был. Просто уехал вперед и все. Это офигенная игра местами, честно скажу. В которой я реально не понимаю, как ехать куда надо. А где подарок мой? Посидите, чтобы отправить подарок. А где подарок мне, который пришел? Подарок. 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 Завершено, завершено. 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 Честно, абсолютно одна из самых непонятных игр, как в нее вообще что делать. Вот мне был подарок. Андрюха, привет. Как его получить? Я честно не понимаю. Где он, этот подарок? Как его получить? Серьезно, вот как? Audi против BMW.
Это понятно? Где вообще я нахожусь? У нас знаки. Это стадион. Event Lab какой-то. Карточка с испытанием. Тут типа я прошел. Это я прошел. Ну, поехали сюда. Turn around when it is safe to do so. Вот реально, я до сих пор просто не могу разобраться в том игре, как надо делать. Как абсолютно вообще непонятно, что куда нажимать, где что происходит. Для новичка, ребята, хоть меня, хоть как бы, абсолютно неудобная игра вообще. То есть, что мне нажимать, что куда ехать, зачем, почему, чего. Абсолютно без минимум информации. То есть, вот по сюжету пока шел, все было понятно. Как только сюжет кончился, все. Абсолютно ступор у меня. То есть, где, чего, почему, как, зачем. Что делать, как в гонку зайти, как из гонки выйти. Вот, я приехал, например, на монофрен, да? Turn around when it is safe to do so. In 400 meters, you will arrive at your destination. Рядышком. Как вообще играть в эту игру? You have arrived at your destination. Спринт-кросс. Одиночная игра. Туда-сюда. Что это такое? Audi против BMW. Ну вот у меня, допустим, есть Audi, да, полноприводная. Полноприводная Audi. Давай попробуем. Что это такое? Что все видят? Непонятно. Красненько аудио ТТ. Ребяткам бы с интерфейсом бы поработать, но просто непонятно, что в игре делать. Сейчас загрузка идет, понятно. Спринт-кросс Тапа Альпе. Сложность. Сложность мигать не могу. То есть сейчас меня нагнут. Поехали, нагибаемся. Полный привод, все дела. Там посмотрим, как пойдет. По-любому на сликах еще, в шоссейной резине. Где я пропустил контрольную точку? Я даже не видел. Где она? Ладно, давай. Летите, сердце биться перестало. Эх, МТС-очка, здравствуй, моя родная. Заборы, привет. Никакой жизни, никакой фантазии. Просто заборы, которые не ломают машину и тормозят тебя на счастье. Так я третий. Да. Там двое впереди ломятся прямо от души.
Внезапно я даже кого-то догоняю. Вот началась лесная дорога. А здесь, ой, да, водичка еще. А чё это мы? А чё это вдруг? О! С нами было страшно. Все это страшно. Что за меня? Так, отвлекаемся, не отвлекаемся, едем. Внезапно на опытных дровитарах я кого-то обогнал. Причем у меня это, по-моему, базовая Ауди. Я, по-моему, даже ее не тюнил. На 2 секунды. Офигеть. Audi TTS. Скоро вас ждут новые заезды. Приключения. Ох, вот так вот можно. Немножко я хотел бы радио улучшить. Тут просто радио прикольное. Специальная песня, можно дрифтовать, да, у меня? Дрифт же, да, да блин, каких жулик дрифтовать? Нельзя дрифтовать. Что на приводе кто дрифтует-то? Больше очков. 7-8. Потому что песня. Потому что песня. А вот дороги не стоит. Еще минутка, и следующий заезд будет на Ауди.
Так, ладно. Мехико. О, погнали Hey, сюда. amigo. Remember that thing I said I needed help with? This is it. Там же у нас You in? какой-то сюжет очередной, да? What do you need? Excellent. Come meet me near Mulehe. In 400 meters, turn right. Хорош. Turn right. Нет. Нету. Так, вот. Серенький я забрал, синенький я не забирал. Все понял. Recalculating route. Опа. Тоже можно. Призовая игра. Да, не дали нам Porsche Cayman. Да ладно, еще была одна игра. Внезапно. О, Карреру дали. Каррера хорошо. Что дали? Две машины дали. Ford Mustang 2015 и Carrera 900. Так, где у нас? 3,5 километров. Давай быстрее. In 400 meters, turn sharp right. Почему я, кстати, еду? Почему я не могу телепортнуться поближе куда-нибудь? Нет, сюда надо. Да. Хочу быстро переместиться туда. Одиночная игра. О, забыл, сделано в Мексике. Ола. Алоха. Что нам предлагают здесь? На чем погонять? Hi, Rami. What's the plan? Okay. Hear me out. Beautiful Mexican supercar. Beautiful Mexican Отличные roads. мексиканские дороги. Promoting the Horizon Festival. Do we Поехали. need promoting? The festival seems to be doing okay. All right. I'll find someone else. А ничего так машин, кстати, That's заметьте. not what I said. Of course I'll help you. I knew I could rely on you. Let's go. Рамиро. Пола Рамиро. Присутствовала катка. Let's get moving. Get some speed, Если then вся turn into the техника валила countryside. Really see SnowRunner, what this это car был бы can do. SnowRunner. Turn right. О! Ну что открыть-то? You want to tell me about the car, don't you? I thought you'd never ask. So VUL is an abbreviation. It stands for Vehicles of Ultra Lightweight and High Performance. It was started by two brothers, Guillermo and Dios mío. Iker Echeverria. Просто быстро Yeah, ехать. great speed! But let's see how you handle some corners. The VUL 05 is a track-focused supercar, designed and produced in Mexico, меньше 120 but за tested шпаром and доедет. optimized in the UK. I even think I saw one at the festival when I was over there. We're driving the Да, pre-production пофиг, version of the погнали. Это VUL Харами. 05 Едем R. прямо. The even more track-focused version. Somehow, the designers reduced the weight by 65 kilos and increased the power to nearly 400 bhp. Then they lowered the engine by 50 millimeters to drop the center of gravity and improve cornering. Impressive! They're pretty serious about the ultra-light part. The 05RR even has an option for less sightseeing, more going fast. Perfect! There's a couple of other things you can help out with. Так-то if прикольная it's not машинка, too на much самом деле. trouble. You're Среднем never gonna устойчивая, let me но live that прикольная. down, are you? Call me.
3 звезды. Езжай как сноураннерей. По дорогам не езди. И все будет хорошо. Главное не ездить по дорогам. I just got my hands on a piece of Mexican racing history. Wanna Где see? там? Of course. Куда нам дальше? On my way. Джемпер в виде лев? Нет, спасибо. Так, куда мне хотел? In 400 meters, turn right. Вот я так представляю себе, как это летел бы на это. На Твинстире я бы так летал. О, я бы летал вообще до первого поворота. Или там на Зиге я бы так летал. И это да, это была бы тема. Жаркий сезон, зима близко, жаркий сезон. Залетаем сюда. Прямо как орел. Где там ехать? In 400 meters, turn left. Turn left. Где цель-то моя? Теперь на карте даже не видно. Она там где-то холма спряталась. Вперед, даже цели не видать на карте. Так, тут я ездил, тут все пройдено. Тут 3 звезды у меня сдано уже. Ехать? А, вот, видите, он это все видит. Все, ребята, мне туда. Здравствуйте, полные дороги. In 400 взлетаем. meters, turn right. Баги в Баха. Баги я, кстати, люблю. Баги это прикольно. Потому что баги это не быстро, баги это технично. Let me guess. Today's episode of Mexican automotive history with Ramiro is about the Baja 1000. Какая тачка! You are very perceptive, my friend. Баги для песка был первым автомобилем. Let's take it for a spin. Прокатимся на нем. Как этот. Странная машинка, погнали. The Baja 1000 is probably the most prestigious race held in Mexico. Опа, вот эту музыку я люблю. Do you know how it all started? Она прикольная. I assume the Myers Manx has something to do with it. Correct again. The Baja 1000 started as a very elaborate marketing campaign for the car you're driving. But let me start from the beginning. On the 22nd of March, 1962, Dave Eakins and Billy Robertson did the first real Baja run. They went from Tijuana to La Paz in 39 hours, 56 minutes on new Honda CL72 Scrambler motorcycles. Вот, я фишку помню. So they probably were a bit От scored точки до точки, afterwards. главное по дороге. They got a lot of media coverage though. A year later, Myers started to work on a prototype buggy he called Old Red in his garage in Newport Beach. It was based on the VW Beetle, and it paved the way for what we know as buggies. Cars that are built for off-roading using the Beetle as a donor chassis. Она очень But техничный I guess they автомобиль. wanted Он очень even не more быстрый. publicity Он because очень in April техничный. 1967,
Myers decided to make an attempt at breaking Eakin's record. Песок, ну And it песок, worked! пофиг. Myers did it in 34 hours and 45 minutes, beating Eakin's Блин, for more than 5 машины для hours. тенниса. Rivalry was known as Buggy meets Bike in back. Блин, 150. Sounds like something you did back in the UK, doesn't it? Что не говори. Вот и прикольненькая. Myers Manx became an overnight sensation as a result, and suddenly they were friendly races all across the Baja. It wasn't long before they realized they needed something more organized, and that was Mexican 1000. Guess who won the inaugural event? Там по целей. Max? You're on fire today! Yes, in 27 hours and 38 minutes. The official race was 100 miles shorter than the original route, but it's still impressive. The Mexican 1000 was later renamed to the Baja 1000, and is run to this day. Whoa! Turn around when it is safe to do so. In 100 meters, turn left. Летим. Блин, на такой тачке как 170. Реально. Киньте. 100 meters, turn left. We didn't do the full route, but at this rate you would have had a shot at the original record. И не пропустить сейчас точно. I love that story. My abuela used to tell it to me at least once a year. Главное не ездить по дорогам. И гарантированно побеждаешь. Разбитые призовые стенды. Вот как так? 339 из 250. Hey, hey, come quick! Papa Fernando needs your help! Папе Фернандо. Okay. I'll be right there. Папа. Опа, весна. Жаркий суд. Ребята, на улице 1 декабря. Почему весна? Forza Horizon. What a series, Nolan. Нет, я, We конечно, built хотел бы море cars at the new стравил. test track. We almost Тут found не уверен. all of the giant yellow inflatable donuts that you misplaced. James, Куда? Где do you know кто? how hard it was to get a donut up a power line? Ребята, тут точек понаставили. I knew it! But we're not quite done yet with the Donut Media takeover of the Horizon playlist. So, make sure you get the last cars on offer. What are you waiting Скидки for? могут. Go! Торопитесь. Скидки, да, скидки Someone тема. bolted their shed on the back of this Mini, Nolan. What's going on here? Hey, it's Donut Media at Horizon Mexico. Come get some cars. Загородной This week's автомобиль. reward car is the Morris Minor Series 2 Traveler. And Morris it's not just a Minor Mini with the Series shed 2 bolted on the Trail. back, I think. Малолитражка Hey, с Yusuf. прикрученным сзади Sun сараем. is shining, blazing more like, so it's time to update the festival playlist. I'll add it to your schedule. Где моя цель? Дайте тачку-нибудь легендарную. Дали немножко легендарных денег. In 100 Что meters, сказать? Тоже неплохо. Легендарные деньги, это прикольно. 9 километров? Погоди. Куда мне? А, вот сюда мне. Так, а можно быстро сюда? Ну что, полегонять по дорогам просто так.
Деньги вроде пока есть, но невелики деньги. Вот сюжетку прохожу. Сделано в Мексике. Viva el Vocho. По улицам Гуанхуато. Давайте попробуем по улицам Гуанхуато погонять. Oh, right. I get it now. To be honest, though, it was me who needed your help, not Papa Fernando. I can't fault that logic. Who are the other races? You know them. It's the Born Fast crew. They're raring to go. Экипаж, рожденный для скорости. Я не рожден для скорости, мужики. Hey, he's eager. But this isn't really a street race. There's no checkpoints, just the finish line. So keep to the route and get there first. Keep it up. We'll win this. It's hard to overstate the effect that the Beetle had when it arrived in Mexico in 1940. Можно я включить режим чип? 54. Before that, all we had were these huge American cars. So this new European-style car with its shape and light chassis and those adorable headlights and an engine that anyone with a truck... Блин, да ладно, ну как так-то? Вот я говорю, я не люблю Воча. Could fix was, well, a complete game changer. They were so exciting that they were displayed at the Ciudad Universitaria in Mexico City, and there were lines to come and see this new car. Ее теретить! Его заносит просто так, на ура вообще. Проносить надо все время на нее. Production of the Beatles started in Mexico soon after 7 of them finished the Carrera Panamericana. Before that, people were a bit worried about reliability, you see? We Mexicans love a good-looking car, but a car that can do work is better. The Panamericana convinced us, and in '61, Automex had assembled 250 of them. By '62, the first plant had opened in Jalostoc, making 10 of them a day. We love that car. So another plant opened in Puebla in 1967. And in '71, El Vocho became the official taxi of Mexico City, which is why you see so many of them today. It's funny. The first Vochos were imports, or CKDs. By 1971, we were exporting them to Costa Rica, back to West Germany, Austria, Belgium, everywhere in Europe. It was a sad day in 2003 when the last Volkswagen sedan Ultima Edition rolled off the production line and went home to the Volkswagen Museum in Wolfsburg. Now that's more like it. Eso, Bochito, eso! Давай, давай, нет, давай, лучше не ездил на Воча. So loved was the Vocho that it eventually outsold the Ford Model T to become the world's best-selling car. It was the first to reach 20 million sales. Sure, other cars have staked their claim on that title in recent years, but none are so timeless and unchanged as the Vocho. That is a great car. Probably the most iconic car in all of Mexico. Ay, es increíble que un auto tan pequeño deje un vacío tan grande. Adiós, sedan. Это будет не машина, а я. Thanks. I'll call you when I've got that next one ready. Viva el Vocho. 2 звезды, да? Вообще одну. Как так-то? Почему одну? Блин. Ну вот так вот, да. Не перфекто. I have a brilliant idea. Куда ты меня ведешь дальше? Нет.
Да нет, блин! Another Деньги, one. между прочим, не лишние. Вот сюда мне надо. It's the previous idea. Так, This one is better. сделано в Meet me in Мексике. town. Через эпохи. Звучит заманчиво, ну поехали. I have two cars here. A first-generation Volkswagen Volkswagen and a седьмого seventh-generation первого Volkswagen поколения. Golf. Ну, это же первый, да? Made in Mexico for almost half a century. Гонка на Sadly, них. they stopped building Нет, them in седьмое поколение, наверное, 2021. But we can still race them. What do you Рамир say? опять мне какую-то шляпу To подбивает. make it fair, I will give you a chance to make an informed choice. Let's go for a test drive. And I've got lots to tell you about Volkswagen Mexico. Мексиканская дочка Volkswagen. Что ты мне дал? Первое? Volkswagen Mexico headquarters are in Puebla City. It started production in 1967 with the famous Beetle. As we call it, the Bocho. VW made multiple attempts at replacing the famous Beetle with newer models, but all of them failed way short of achieving the production figures until the Volkswagen Golf came into play. Я сам тебя боюсь, что ты не моргаешь. Заменил забор. Она очень устойчива, но очень неповорачиваемая машина. The first generation was released in Mexico as the Volkswagen Caribe and had quite a few variations, including the Golf GTI you're driving right now. VW engineers, inspired by the Beetle GSR, designed and prototyped the Golf in secret as a Skunk Works project. Little did they know that the Golf GTI would become the hot hatch. Я пропустил. Попал. Сколько баллов? Баллов плюс минимум. Так, это, надеюсь, был первый Volkswagen Golf. Очень небыстрый, очень не слишком Shall поворотный, we но jump прям 40 устойчивый. years in the future and try the 40 seventh лет и generation? седьмое поколение. Вот это новенький Volkswagen. The seventh generation of the Golf first appeared in 2012. Рейс. This version is the Volkswagen Golf R, R meaning race. This was the fastest Golf in the range, with a 0 to 60 time of 5.1 seconds. Какие техники там использовать надо? Машину подъехать. $35 тысяч баллов? Да ладно. Тут столько машин нет на дороге, вы чё? Volkswagen Mexico produced all 7 generations of the Golf, totaling more than 2 million units over 44 years. In fact, a lot of Golfs you find in the US were built here. А, дрифтовый считается, что ли, да? Или нет? Дрифтовый считается. Ну, 35 тысяч я не зарабатываю. Прикольно. Я просто быстро проехал. $8 тысяч баллов я заработал. All right. Enough driving around. Let's go head to head. Из After 35. you've had a chance to rest.
9120 баллов. Из 35. Стыд и позор. Стыд и позор. Мехико, давай сюда. I'm a fair man. I'll let you choose. Which Golf do you want to drive for our little race? I'll take the Golf GTI. Я возьму самый лучший гольф. Turn around when it is safe to do so. Поеду по холмам. Полетели. Взлет. Посадка. Взлет. Посадка. И взлета нет. Вот так. Turn around when it is safe to do so. Вечный МК-1. МК Гольф 1. Первый гольф. Далее погоняем на первом гольфе. Посмотрим, что он на себя покажет здесь в гонке. I hope you know some shortcuts. Где можно срезать? Тут везде можно срезать. Да ладно, первый против седьмого. Ну серьезно? Don't make me wait for too long. Подстава. Я на третью сотку иду. Он там на первую, наверное, сотку идет. Ну, вообще, это подстава какая-то. Где тут можно ехать между деревьев? Не по дороге бы. Потому что по дороге на 3 звезды я точно не наберу. Да ладно, 190. 59 было. Я видел эту цифру. 200, офигеть. Звук такой прям суровый машины, движка. Как я красиво проехал прямо сейчас. Aha, I see what you're doing, but you still can't win. Как я не выиграю? Пусть не на 3 звезды, но вроде же должен проехать. Ладно, делаю тут дорог хитрых. Джипов напускают. Две звезды хотя бы есть. I am actually surprised the first generation still Какие holds уловки, up. я просто ехал прямо. I'm sure you didn't cheat. Прикольная тачка. Не 3? Ну ладно. Не 3, ну ладно. В целом прикольненько. I have a story to tell you, my friend. Уровень. About the old wolf in the swamp. О старом волке в болоте. Звучит заманчиво. Тачку. Баги, я хотел баги. 200 тысяч, ладно. Ну вот хотя бы мне хватит, знаете. Are we going to a zoo? На. Так, а где у меня машинка-то? Куда мне? Идти, сердце биться перестало. Фига там дорогу мне проложили через полкарты. Я бы туда ехал долго. Нет, если бы на руле и на первом МК, это было бы прикольно. На первом гольфе. Там чиллаутить можно смело. О, я, кстати, перескочил, получается, мощный МК-75. Надо было, кстати, вернуться. Я на гольфе-то покатал бы. На гольфе забавно было бы.
That's the old wolf. No, that's an old truck. Опа! The wolf is waiting for us at Здравствуй, the swamp. SnowRunner. Немножко Load Runner, да, напоминает? Haley asked us to Едет машина. clear some debris, and I've got just the car. Получить We need to повреждение get по there дороге. first. Of course. Она Who do you хоть think I технула по am? дороге. The driver who destroyed a record-breaking amount of fences. That's fair. Сотка ее предел. Реально? Все, здравствуй, SnowRunner. О, все, водные калоши это мое. $160. Да ладно, это ж 120 миль. Не меньше. Хочу просто проехать на ней. 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. А, что за болото? Turn right. See? Got it here in one piece. And gave me a few Болото heart понаделали. attacks. 40 Careful секунд. there. Я же доехал? Я доехал. Ну, покажите мне. And now, let me Ford. introduce you to the Ford Lobo. Нифига себе, This машина car is more your изменилась. style. Это, конечно, Now машина that's мне a больше heck of a подходит. good wolf. Мне бы вот ее в SnowRunner вообще не помешало бы. We call it Lobo here. Marketing in this country is outstanding. Let's get to work. See all that Russian stuff? Clear it out. What? No! It's not just an excuse to throw the Lobo around. It is just an excuse to throw the Lobo around. In the 90s, Ford decided that they needed to rebrand the F-150 for the Mexican market. And the name Lobo just has a real ring to Конечно, it. тоже не быстро, но он They прикольный. started using the badge in 1997. Ну, для The SnowRunner rest там вообще is была history. тема, тачка. The Ford Lobo quickly became one of Ну, the конечно, most не очень была popular тачка. vehicles in the country. Lobo is still used for the modern Rangers like the one based on the F-150 Вот Raptor you're driving. F-150, у меня там есть We don't just call it Lobo. F-750, No. он We гораздо call it прикольней. Lobo Raptor. So it's the same car? Now, there are loads of differences, like a dog and a wolf. Lobo only comes in XLT and with higher trim levels. The base version is still sold in Mexico as the F-150. The Lobo is the Elite F-150. Дрифтуем по максимуму. А дальше посмотрим. Перекладываемся. Перекладываемся сюда. И сюда. И обратно. И поэтому... Так, половину я сделал, да, получается, 96. Блин, не успею. 20 минут
Неплохо шло на дрифте, там моночки зарабатывать. Нет, 3 минуты не успел, да? Не успел. Great. Job's done. And the scratches will buff right out. Слушайте, а в целом было Thanks for the неплохо. help. Now I just need to get my abuelo's old F100 back to the garage. А можно мне его? 2 звезды. 32 тысячи не хватило очков. Ну ладно. Так, погодите. I've got 1400 horses and I need you to help with them. I Сейчас, think ребятки, я I know вернусь. what this is. I'll be right over. Все, я здесь. Так. Да нет, не хочу я. Так, я где-то здесь пропустил... А можно мне вот фильтр, да? Так, а где это, что было-то? Истории, вот. Где история? Подожди. Мучос Кальбас, это есть. А где этот? Дрифт. Погоди, а где... А. Скотта. Mercedes AMG One. А вот тут, где была еще машинка. Вот что завершено. А где? Идти. Ладно, давай сюда. Просто еще где-то гонка на МК-75. Почему не вижу? Muchos caballos. Caballos. Бу-бу-бу. Hey there. So, look at this. Электромобиль Ford 1400 Mustang. horses of electric Электро. Ford Mustang. Get in. То есть тачка будет просто... Ты какая, полноприводная или как? Let's take this down to the beach. Stick it in AWD if you like. There's some nice curves up ahead. Он реально тихий получается. This is 2021's EV of the year. And it was up against things like the Taycan and the e-tron and the Recharge. It set 3 Guinness World Records. And it's inspired by the beautiful original Mac one. And I'm telling you all of this because the Mac E was built right here in Mexico at Cuautitlán Assembly. Видали, как дрифтит прямо в заносе. How do you make it go around corners like that? I'm really asking. Блин, я читаю историю, у меня машина I отвлекается. know you like to go fast. But I had a big breakfast. Cuautitlán Assembly has been building cars since the 60s. And more than 2.2 million cars later, we're sitting in an actual space machine made here in Mexico. Quite a journey from Cougars and Thunderbirds and Заднеприводные F-150s to машины. this. This isn't just a prototype. Cuautitlán Assembly does a range of Немножко options for the специфики Mac. управления. A 68 kilowatt-hour standard and an 88 kilowatt-hour extended range version. It will give you over 300 miles of range on a single charge.
The Performance GT version is the really wild one. 0 to 60 in 3.6 seconds. Теряю, вот здесь занос This one задний привод. is quite a bit faster. Honestly, when I Чё же, ты first же tried Ford it, Mustang. I had to go and sit Почему in a почему quiet room задний for a приводный? bit. Почему ты так And I've flown пускаешь? airplanes in a storm. Hey, I have to keep this Форд, ты ж back. передний, либо полный. Careful with it. It's wild tech. You can switch from all-wheel drive to rear-wheel drive at the touch of a button. And when you get into tuning, you can basically tweak every one of the 7 engines individually. Прям боком You can залетаю. make 1400 horsepower and a ton of downforce звезды at всё уже не 160 делал, да? miles per Да. hour thanks to the Aero 2. So what Две you're заберем. saying is, not bad for something that weighs Надо more than a вкатываться на 3 F-150 звезды, of по ходу yours. дела. Yes. Или And да, или there we успел. go. Sunrise over the sea. Beautiful. But Царапал, конечно, not ну done. сорян. There's one more thing to look at. I'll let you know as soon as I have found it. Прикольная машинка. 3 секунды не успел. Ну вот да, врезался один раз. Если бы не врезался, вот, возможно, бы успел. Okay, this one will be epic. I 157 found the уровень. Porsche Carrera. Porsche You know Carrera. what that means? Porsche Carrera — это забавная машинка. О, да и... О, Lotus. Она прикольная. Она просто смотрится прикольно. Что я сейчас нажал? Вот. 71 год. Racing? And what do you mean? Так, куда ты меня повел? Вот сюда. Прикольчик такой хороший. Музыка такая пляжная. Been found. In a barn, of course. And of course it's racing. Come meet me at Шестой эпизод я Guanajuato. пропустил. А почему я на карте-то не вижу? Шестую эту задачу. На гольфе погонять 7-го поколения. This beauty got her name from the Carrera Опачки, Carrera Panamericana. Panamericana. The races don't run anymore, but who can blame us if we take it out one more time? Да, что right? это машина? Let's see what this car Ну, can не do. знаю, давай попробуем. There's Jamin. Guess he wanted one last race. Let's do this! Ну, в целом бодренько так. Страшно, правда, местами. Ой, и все еще страшно. Тут уж вся жизнь свободная местами. Старая. Тоном Коннери, который. Машина Джеймса Бонда. Работаем газом. 8 километров. Да вы что там, мне на что-то подложили? The first race had 132 competitors, and everyone turned up. Amateurs to F1 drivers, men, women, professionals, anyone who had a car. Do you know anyone who Боком participated? не наваливаем. Это не та Aleja thinks машина. Papa Fernando did, but she thinks Papa Fernando did everything. I know Bokом we тормозит used to больно go to the хорошо. races with my grandfather. Ah, qué buenos recuerdos. There was no Конечно, speed придется, limit конечно, before turning потюнить 12, попробовать. and you'd see Поиграться cars с doing резиной. 180 miles per hour. Not that I'd know anything about that. 2,178 miles of the Pan American Highway run through Mexico. The race itself had 9 stages and lasted 5 days. Вот это прям But the погоня sheer Джеймса distance Бонда была wasn't сейчас. the only challenge. Constant changes in the elevations from sea level to 3 kilometers up. The most challenging road race in the world. The
The winner of the very first Carrera Panamericana was Herschel McGriff, who drove an Не Oldsmobile моргай мне тут, давай. 88 at an average speed Я of сам 88 боюсь. miles per hour. The Porsche Carrera got its name thanks to Hans Hermann, who won the small sports cars category in 1954. He drove the Porsche 550 Spider, came third overall. He was sick before the race, and his tires came off at the start. He really pulled through against the odds. Porsche had 6 cars competing in 1954, and all of them made it through the end. A lot of others didn't, let me tell you. Enjoying yourself, are you? Километра. Yeah, I kinda had a feeling you were. 1954 was the last year the original Carrera Panamericana took place. But it gave us the most famous Porsche model, Дороги здесь the не Carrera закрыты. you're driving right now. The Carrera RS 2.7 was the first production street Мне race очень in надо 911. It was built on the 911S 2.4, the fastest Porsche you could buy at the time, and a popular choice in the later Carrera Panamericana races. The race was revived in 1988 and ran to... This is Jamin's exit. Для Джейми. Для Джеймса Бонда, я бы сказал. Looking forward to seeing what you can do out there. Have fun now, yeah? Great race! Almost like we did a little Panamericana with a friend. Прям жесть. Hope you had fun with this little stroll through cars hechos en Mexico. It was great. And let me know if you find any other cars like that. Как в сноураннере. Главное без дорог. Новое. А что это? Закончено вдруг. Хотя, ну-ка, что такое у нас здесь? О, это новая шляпка, да? Так, а где-то, да, еще одна история мной не пройдена. Ребят, покажите мне, где она? Глава завершена. А, или подожди, давай. Или это последняя, которую как раз я не прошел, да? Вы были отключены. Это я был отключен-то вдруг. Ох, непонятно. I hope you know some shortcuts. А, вот, все. Мощная МК-75, да? Да. 7-5 против первого. See you at the finish line. Don't make me wait for too long. Погнали. Гольф 7, конечно, пободрее, чем первый. Да не моргайте мне тут туда-сюда. Там боюсь. Сорян. Еду тут джипом. Почему тут неплохо управляется? Лучше, чем гольф, на котором езжу я. I see what you're doing, but you still can't Та же win. трасса, что на первом гольфе.
гораздо быстрее приехал. Надо 3 звезды уже не мое. Ну, 2 есть. What a race! The Разница difference в 40 40 лет years дает о makes. себе знать, это факт. О, 7 секунд. Большая разница. Ух. Так, подожди. А где подарки? Раритеты. Раз. И все. Завершено. Вот где-то тут ты ж был. Завершено, завершено, завершено. Додж Вайпер. Феррари комбинзионе. Форд Мустанг. Где вот этот подарок, который мне дали? Я помню, что где-то тут он был. Вот где-то тут был подарочек. Лучший мой подарочек — это ты. А, это вот я тут на звезду всего лишь заехал. К сожалению, да. Угу. Ждем на скорости. Ну ладно, ребят. В общем, вот такая была игрушечка. То есть в целом забавненькая. То есть вечером отдохнуть, расслабиться, покатать немножко можно. Так что, кто себе ее купил или может купить, рекомендую вечером как отличную аркадку поиграть, расслабиться. А на сегодня все. В воскресенье будет SnowRunner. Продолжаем поиграть Амур. Приходите, будет, надеюсь, интересно. На сегодня все. Всем хорошего вечера и пока-пока. До скорых встреч.